Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами общий расклад на тему, хочет ли он вас вернуть. У нас будет 3 позиции. Первая, вторая, третья. Тайм-код будет указан в описании под видео. Выбирайте свой вариант. Кому нужно дополнительное время, ставьте на паузу. И начиная с первого варианта, с первой позиции, давайте посмотрим, хочет ли загаданный человек вас вернуть. Итак, первая позиция. Давайте посмотрим в первую очередь его мысли о вас. Мысли относительно вас, ваших отношений. Вы знаете, здесь на самом деле он вас не отпустил. Возможно, у кого-то здесь были треугольники, либо вы, либо он не свободен, могут быть замешаны третьи лица, потому что карта дьявола — это такие, знаете, вот нюансы, которые могут быть связаны и с тайными отношениями, и с тем, что есть очень сильная эмоциональная зависимость у человека от вас. И то, что он может использовать вообще абсолютно все средства для того, чтобы как-то постараться наладить с вами контакт, наладить с вами мосты. Но он, знаете, он не рассчитывает на что-то большее, чем вот как раз-таки отношения, так скажем, без обязательств, либо тайного формата, потому что, судя по всему, есть ограничения, есть обстоятельства, которые не позволят полноценно, продуктивно, вот знаете, выстраивать что-то такое, знаете, стабильное. Скорее всего, есть либо сторонние отношения, либо же есть причины, которые могут выстраиванию чего-то такого структурного, серьезного помешать. Тем не менее, о примирении он думает, о возвращении он думает. Он хочет прийти как победитель. Может хитрить, как я уже сказала, может, знаете, как-то лукавить, использовать различного рода подковерные игры. Только для того, чтобы ему, вот знаете, вот прийти не как побежденный, а как именно победитель. Что чувствует к вам загаданный человек? Что чувствует? Здесь любовь, здесь в чистом виде любовь, и живет он вот именно такими приятными воспоминаниями о том времени, когда вы были вместе, о том времени, когда получалось взаимодействовать. На текущий момент, пока вы не вместе, есть увлечение другой фигурой. Здесь королева жезлов. И, скорее всего, сама женщина к нему проявляется, сумела завоевать его внимание, сумела как-то, вот знаете, заинтересовать его. Тем не менее, вас он не отпустил. Чувств и эмоций по отношению к вам он сейчас не проявляет. Он держит все в себе, он прям жадничает. Но он не хочет вас отпускать. Он эмоционально от вас зависим. И чувства, которые у него по отношению к вам есть, они весьма сильны. Он ощущает то, что так, как вы его понимали, его не поймет никто. Поэтому здесь, конечно же, открытое сердце навстречу к вам. Да, есть та фигура, которая его сейчас в ваше отсутствие развлекает, но, тем не менее, вас он в сердце вот прям бережет. Скорее всего, вот эта вот жезловая королева, она и указывает на те сторонние отношения, которые, собственно, являются, неким таким препятствием. А чего он вообще хочет от вас? Чего он вообще хочет? Во-первых, он считает, что здесь нужен разговор серьезный, который расставит точки над «и», который поможет развеять страхи, присутствующие и в вашей голове, и в его голове. Поэтому здесь в первую очередь вам нужен разговор. Да, сам он может лукавить, но от вас он ждет честности. И он искренне считает, что этот разговор, который у вас состоится, он положит начало какому-то новому витку. Он действительно хочет развития отношений с вами. Он не хочет ставить точку, он хочет действительно вас вернуть. А что ему мешает? Что ему мешает сделать какой-либо шаг в вашу сторону? Что ему мешает? Что является препятствием? Как-то, знаете, не особо он верит в себя. Во-первых, здесь вот эта женская фигура. Это, знаете, как что-то такое,
что может подавать надежды на развитие. Он как-то, вот знаете, на сегодняшний день может быть действительно увлечен вот этим общением с этой девушкой, с этой женщиной. Плюс, смотрите, он считает, что вами, ну, собственно, и им, и вами в отношениях совершены ошибки. И здесь нужна вот именно работа над ошибками. Здесь нужно свои ошибки проработать. В первую очередь каждому поодиночке, а потом уже, знаете, выходить к налаживанию отношений. И он боится наступить на те же грабли. Он боится совершить те ошибки, которые были сделаны и вами, и им. И ему нужно, вот знаете, да, по отшельнику посидеть и разобраться в себе. Сначала работа над ошибками вот именно самостоятельная, а потом уже совместная в формате вот этого разговора. Здесь просто человек нуждается в неком таком состоянии самоанализа, когда он разбирается в себе, когда он анализирует то, что было в ваших отношениях, когда он анализирует то, что зарождается у него вот с этой сейчас жезловой королевой. Поэтому сейчас вот именно разбор полетов и аналитика самого себя, своих чувств, своих мыслей. А осмелится ли он сделать шаг? Осмелится ли он все-таки вас попытаться вернуть? Ой. Он упрямый слишком. Конечно же, здесь есть шанс на то, что действительно придет, но на текущий момент он прям вот в состоянии качелей. И виной всему его упрямство. Вот он, знаете, считает, что он во многом прав. Он считает, что вот те ошибки, которые были совершены, они больше ваши, нежели его. И велика вероятность того, что вот эти размышления, в которые он сейчас погружен, они приведут к тому, что вот виновата ты, да, я тебя люблю, я тебя не отпустил, но здесь ошибки твои. Я не буду меняться, я не собираюсь меняться. Здесь, если он сделает шаг, то выставляя вам какие-то свои условия и давая право выбора принять либо не принять свои вот именно условия, свои правила игры. Если же человек не свободен, если же человек женат, то для него важен вот этот вот статус императора. Он не хочет его терять, он не собирается выходить из стабильных отношений. Тем не менее, он осмелится сделать некий такой, знаете, вот шаг навстречу, но это больше, знаете, будет не шаг к примирению, а попытка обвинить вас во всех смертных грехах, и, выставляя вас виноватой, предоставить вам право выбора. Ну давай, я разрешаю тебе принять мои правила игры, потому что я вот весь такой важный бумажный император. На самом деле чувства есть, на самом деле не хочет вас отпускать, и очень ему без вас плохо. Он сейчас фактически живет воспоминаниями. Но имеем то, что имеем. Здесь товарищ упрямый. В чем причина-то его вот этого упрямства? В чем причина вредности? Ой, вы знаете, такое чувство, что сейчас вот эта вот мечевая королева, вот эта женщина, которая имеет возможность общения с ним, как-то вот взаимодействует, как будто бы она, знаете, вот заставила его поверить в себя. И действительно, человек в себя поверил. У него, возможно, и была корона, а сейчас эта корона вообще вот просто приросла к его голове. И вот эта вот мадам, она дает ему возможность думать, что да, ты действительно, ты император, да куда тебе, да ты один, ты и не будешь, да ты вообще весь такой замечательный и золотой. И поэтому человек, собственно, в себя поверил и разупрямился, и вот, собственно, ведет себя так, как ведет. Вот такой был у нас с вами первый вариант. Благодарю всех за просмотр, буду рада и благодарна вам за обратную связь. Идем ко второму варианту. Хочет ли он вас вернуть? Итак, первая позиция. Вторая, прошу прощения, позиция. Вторая позиция. Его мысли о вас, о том, что между вами. Ой, ну все прям хотят прийти и покорить. Романтики хочет. Романтики хочет. Карты падают.
Не отпустил вас. Не отпустил ни в коем случае. Послушайте, очень похожий на первый вариант. Хочет романтики, считает, что нужно вам взаимодействовать, нужно вам общаться, нужно, знаете, вот с одной стороны двигаться вперед, сдвинуть все с мертвой точки, потому что он вас не отпустил. Но с другой стороны, он не рассчитывает на какую-то ответственность и глобальные перемены. Вот он хочет сидеть в той зоне комфорта, в которой он сейчас есть. То есть здесь перемены, но не перемены. Перемены в плане того, что да, он завоевывает, он придет как победитель, он получит романтику, лавры, фанфары. Но такие перемены, как идти во что-то такое вот серьезное, да, когда нужно брать ответственность, вот такие перемены он не рассматривает. А что чувствует к вам? Какие у него чувства к вам? От чувств закрывается. От чувств закрывается, и он, знаете, старается вот просто переключиться на что-то другое, потому что ему очень больно, ему плохо без вас, ему больно без вас, ему сложно, тяжело, и он, знаете, вот как будто бы вообще вот выключил эту функцию, да, закрыл дверь в ту часть его сердца, которая отвечает за чувства. Он прям старается как-то, знаете, вообще не погружаться. Такое ощущение, что вот атрофировалось у него все. Старается вообще запрещать себе любить, запрещать себе что-то чувствовать. А что он хочет? Что он хочет? Но он хочет любви. Он очень хочет того, чтобы были усвоены и пройдены те уроки, которые принесла вам вот ваша ситуация. Он очень хочет любить. Причем он хочет, чтобы все было как в сказке. Вот он, знаете, вот он фантазирует, мечтает и хочет, чтобы вот в реальности все соответствовало ему, его мечтаниям. А почему же ему так больно? Что случилось? Почему ему так больно сейчас при мысли о вас, при чувствах, которые к вам? Так. Ну, во-первых, он знает, что вы самое лучшее, что вы лучше всех. И смотрите, во-первых, здесь идет момент, когда нужно подождать. Здесь либо вы его ждете, либо он ждет. Вот нужно подождать. Не может что-то решиться в текущий момент. И нужно выходить на новый уровень, на новый виток, а он, судя по всему, не готов. Вот, судя по всему, здесь вот эта четверка пентаклей, карта статичности, да, она не позволяет двигаться вперед, здесь нужно дождаться. У кого-то это связано с третьими лицами, у кого-то это связано с тем, что нужно найти компромиссы. Но здесь вопрос времени, нужно подождать. У кого-то, кстати, может расстояние отыграться, пребывание на дистанции. И нужно просто подождать того момента, когда вы окажетесь вместе. Но он, судя по всему, как-то не в том положении, не в той позиции, когда он может влиять на обстоятельства. А что мешает ему? Что ему мешает сделать этот шаг? Колесница. Во-первых, да, у многих здесь расстояние. У кого-то здесь... Да, у кого-то здесь прям вот не свободные отношения, потому что правосудие, дьявол, это, знаете, те моменты, когда есть ограничения по суду, по справедливости, по каким-то таким весомым, резонным причинам. Вот есть действительно какие-то, причем, вы знаете, вот эти вот причины, которые не позволяют ему сделать шаг, здесь 3 старших аркана, они действительно очень важны и значимы. Здесь может быть командировка. Вот у многих с текущей ситуацией, да, когда служба в рядах вооруженных сил, здесь вот такой момент еще может отыгрываться. У кого-то командировки, у кого-то поездки, которые обязательные, которые вот именно не сами они решили, да, куда-то поехать, а вот именно по решению вышестоящих каких-то инстанций. И у большинства вот именно независящие от человека обстоятельства. А решится ли он вас вернуть? Решится ли он сделать шаг? Да, у большинства здесь такая ситуация, что кто-то вот просто элементарно там в командировке, либо вот где-то в отъезде. Решится. Здесь, знаете, очень многое зависит от женщины.
Здесь очень многое зависит от женщины, и выбор, судя по всему, будет тоже делать женщина. Но здесь очень нужно партнерство. Здесь, знаете, как будто бы он ждет вашего шага какого-то. Вот с вашей подачи какой-то сигнал, либо шаг навстречу, который будет способствовать тому, что, вот знаете, как взаимопомощь, вы протянете руку, и он примет вот этот ваш шаг в ответ. Он примет вот этот ваш жест в ответ. Вы знаете, у большинства все-таки здесь отыграются действительно командировки и разлуки не по собственной воле, а по воле обстоятельств. И здесь действительно расставит все время, и это правда является для вас как урок, и человек с этим ничего не может поделать. И действительно вот эта вот статика, она даже больше не от него зависит, а от обстоятельств. Поэтому здесь человеку действительно очень больно, человеку действительно очень сложно, плохо без вас. И хотел бы он с вами любви, хочет, он мечтает, он думает постоянно. И вам важно дать ему, вот знаете, как протянуть руку помощи и дать возможность думать о том, что действительно все будет хорошо. Поэтому у двоечек здесь неплохой вариант. Здесь хочет, конечно же, человек вас вернуть. И во многом здесь от вас зависят обстоятельства и то, как будут развиваться события. Благодарю двоечек, благодарю всех за обратную связь. И идем к третьей позиции. Хочет ли он вас вернуть? Хочет ли он вас вернуть? Итак, его мысли о вас. Ой, думает постоянно о своих чувствах. Думает о том, что нужно продолжать движение вперед. Нельзя ни в коем случае прекращать с вами отношения, потому что вы именно так, кто дарит ему любовь. Между вами есть прочная основа. Вот то, что между вами было, то, что между вами есть, нельзя ни в коем случае перечеркнуть. Нельзя это прекращать. Вы друг друга поддерживаете. Вы своего рода команда, альянс, содружество, да, вот союз. И благодаря тому, что вы поддерживаете его, а он поддерживает вас, вы можете достичь тех целей, которые ставите. Причем здесь и совместные цели, и лично ваши, и лично его. Вы нужны друг другу. А что чувствует к вам? Страсть. Страсть. Очень сильная страсть. Вы знаете, вот если говорить о романтике, вот он очень часто анализирует свои чувства, которые, по идее, идут от сердца, да, потому что страсть – это страсть, да, это физическое влечение, это желание близости, это огонь, который разгорается внутри и может просто вот затуманить рассудок. А те чувства, которые идут от сердца, они у него в неком таком зачаточном состоянии, но это неплохо. Человек вас любит, любит по-своему. И чем дольше вы будете с ним взаимодействовать, тем сильнее будут разгораться, разрастаться эти чувства к вам. Потому что если сейчас это маленький росточек, в дальнейшем этот росточек вырастет в огромное такое дерево, мощное, сильное. А чего он хочет? Чего хочет? Между вами сейчас трудности, препятствия, преграды. И он считает, что эти преграды нужно преодолеть и действительно выводить ваши отношения на новый уровень. Вопрос времени. У кого-то играет роль расстояние, либо же поездка-переезд, либо дистанция. У кого-то это вот именно завершение одного этапа отношений и переход к новому, к новой чистой странице, к новой главе. Но здесь действительно вопрос времени, и торопиться здесь не нужно. Здесь важно сконцентрироваться на качественном преодолении вот именно возникших сложностей и трудностей. А что мешает ему сейчас? Ну, здесь время-то понятно, здесь могут от него не зависеть обстоятельства. Что мешает?
Вы знаете, во-первых, он может считать, что вы увлечены кем-то другим. Он может считать, что у него есть соперник. И ему, знаете, вот он как-то в чем-то даже не верит в свои силы. Ему жаль, что кто-то может составить ему конкуренцию. Плюс, смотрите, у многих здесь человек, вот знаете, почему он анализирует чувства? Потому что он как будто бы действительно хочет того, чтобы не было ошибкой то, что он делает, чтобы его выбор не был ошибкой. Поэтому здесь испытание временем, испытание трудностями, расстоянием. Это правильная весьма такая позиция. И действительно у многих вот актуально наличие третьих лиц. У кого-то здесь соперник у загаданного мужчины, он считает, что вы кому-то уделяете внимание. У кого-то здесь, знаете, человек сомневается в том, насколько сильны и крепки его чувства к вам. Потому что здесь страсть есть, и он эту страсть чувствует. А вот эмоции, которые идут от сердца, он их постоянно анализирует. И вы знаете, абсолютно не исключаю того, что, знаете, вот он сравнивать может вас с кем-то еще, как будто бы думает, да, вот прекрасная моя принцесса, да, то есть в вашем лице, да, у меня есть к ней страсть, но тут еще какая-то мадам замаячила, вроде бы я ей тоже симпатизирую. Кто же именно? Вот та самая дама сердца. А сделает ли он первый шаг? Осмелится ли вернуть вас? Да, конечно, да. Да, забыв все плохое. Этот шаг будет, знаете, очень теплым. И он появится, вот что интересно, он появится не так, что я тебя люблю, выходи за меня замуж. Он появится очень по-дружески. Его проявление будет таким, знаете, вот искренним, где-то даже детским, где-то даже таким наивным, что вот, знаете, не устраивать разбор полетов, а просто забыть все былое. И он предоставит вам право выбора. Но вот это его проявление, да, возвращение к вам, оно вовсе не будет означать, что вот он вернулся, и все, на 100% он с вами. Он в таком более дружеском ключе захочет немножечко продлить ваше общение. И вот в этот момент он окончательно сделает выбор. Вы это единственная женщина его или не вы? Здесь даже на обороте королева Пентаклей, да, другая женская фигура, которая на текущий момент может оказывать на него влияние, да, это вот та, про которую я чуть ранее сказала, которая замаячила на горизонте, и здесь как будто бы, знаете, вот опять же анализ его собственных чувств и состояния, кто же все-таки та моя любимая, единственная избранница, поэтому, да, обязательно проявится, но вот с этими нюансами, которые я озвучила, обозначила, которые показали карты. Благодарю всех, кто смотрел, за то, что были со мной в этом видео. Благодарю всех за просмотр. Буду рада вашей обратной связи. Буду благодарна за вашу обратную связь. До встречи с вами в новых видео.